Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить про московские рестораны. Немножко необычный для меня формат, поэтому важно ваше мнение, насколько вообще интересны какие-то такие обзоры, может быть, по другим городам делать, или эта тема вообще не интересна, потому что мне есть что рассказать про рестораны, про отели, про разные авиакомпании. В общем, много есть информации не совсем профильной, не совсем подходящей к теме, основной теме моего канала, поэтому важно ваше мнение. Ставьте лайк, если вам интересно, пишите в комментариях, что вы думаете. Если я увижу там от вас отдачу, то сделаю еще обзоры, возможно, даже на другие города. Итак, сегодня будем говорить про московские рестораны. И сразу хочу сказать, что рестораны будут рассмотрены дорогие, преимущественно дорогие, то есть те рестораны, в которые можно и нужно ходить по случаю. Ну, может быть, у вас день рождения, какая-то важная дата, вы пригласили девушку на свидание, получили премию на работе. Куда пойти в Москве, чтобы было вкусно, чтобы было красиво, чтобы не разочароваться, потому что в Москве сегодня ресторанов какое-то невероятное количество. Я там подписан на несколько каналов и обзоров по появлению новых ресторанов. Каждый день что-то в Москве открывается, что-то закрывается, обновляется меню. В общем, гастрономическая жизнь Москвы цветет, пахнет, бурлит, и уследить за всем сложно. У меня есть несколько любимых ресторанов, о которых сегодня вам и хочу рассказать. Друзья, а я напоминаю, что у нас с вами проходит крутейший конкурс от Parker. И сейчас я расскажу, что нужно сделать, чтобы заполучить эту красоту. Лично я ручкой пользуюсь редко, но по мне судить не надо, потому что миллионы людей, несмотря на все достижения техники, без ручки обойтись не могут. Творчество, работа не обходится без того, чтобы взять лист бумаги и что-то набросать, сделать какие-то пометки, например, производство этого канала. А как вы думали? Как пишутся сценарии, как работает режиссер, как работает монтажер? Ручкой и на листе бумаги. Все самые гениальные мысли выливаются на лист бумаги с помощью ручки. Конкретно эта ручка из серии Sonnet, она появилась на свет более 20 лет назад, собирается во Франции, все проверяется и собирается вручную. Представляете, сколько труда вложено в эту ручку. Все, друзья, пишите в комментариях истории, почему для вас важно писать от руки, почему вы пользуетесь ручкой. Мы с командой выберем самую удивительную, интересную историю. Ее автор получит не только эту ручку, а еще подарок из Польши, который я специально для вас купил. Жду ваши комментарии. Победителя мы объявим 28 марта в ролике. Итак, начнем с завтрака. Где в Москве можно круто позавтракать? Позавтракать красиво, плотно, вкусно и не разочароваться, чтобы получить заряд энергии и бодрости на целый день вперед. Итак, первое место. Первое место — это ресторан «Горыныч». Его открыл Илья Тютенков, Борис Зарьков, это White Rabbit Family. Илья Тютенков, он может быть знакомым северяне, Уголек, Вильямс. И Мухин, наш знаменитый повар. И вот такая вот получилась коллаборация, и недавно они открыли ресторан «Горыныч», открыли его на Рождественском бульваре, дом 1, это Трубная площадь или Центральный рынок. В общем, если идете по бульвару, то не пропустите, на 3-м этаже Центрального рынка находится ресторан «Горыныч». «Горыныч» работает с 8 утра. И там есть отдельное меню завтраков. Завтраки там не дешевые. Что там круто? Мне очень нравится интерьер. У них открытая кухня, и там хосперы, печи, какие-то смокеры. В общем, все очень круто. Что самое классное, это они сами пекут хлеб. У них очень вкусный хлеб. Они его сами пекут, и там можно хлеб купить на вынос. Там стоит огромная печь. И это все вообще выглядит супер-супер круто, а интерьер такой в стиле русских сказок. Ну, собственно, ресторан называется «Горыныч». На завтрак там есть отличные блины, омлеты, все такой интересной подачи, все это очень красиво, атмосферно. Летом у них есть, работает отличная терраса, их даже несколько террас, у них есть террасы на балконах Центрального рынка с видом на Трубную площадь, и есть большая терраса на бульваре. В общем, классное место, где можно позавтракать, ну, также пообедать, поужинать. Единственное, нужно бронировать, потому что много народу, и особенно вечером будут сложности с посадкой. Следующее заведение, я его очень люблю, называется оно «Кофе пью». Находится на Чистопрудном бульваре, дом 9. Оно совершенно такое не модное, не стильное, там совершенно невысокая кухня, но оно
такое домашнее, очень уютное. И я с удовольствием, когда бываю в Москве, туда прихожу, чтобы, знаете, такой формат заведения, куда ты можешь прийти и посидеть там, поработать несколько часов, что-то с кем-то встретиться, что-то обсудить. Там никто не будет тебя там выгонять, там нет какой-то давящей вот этой атмосферы, что поел, там ушел, пришел, там нет никакой суеты. Невероятно милые, приятные официанты. Ну и такая простая кухня, там какие-то каши, блинчики, очень вкусные сырники, у них такие мини-сырники. Они там приносят много-много-много такие мини-сырники со сметанкой. Просто супер. У них там есть маникюрный салон, то есть там концепция, что есть маникюр и есть кафе, то есть оно так совмещено. У них хороший кофе, в отличие, кстати, от Горыныча. Ребята, в Горыныче, пожалуйста, научитесь делать кофе нормальный. Камон, у вас отличные завтраки, вкусная еда, все замечательно, офигенный интерьер. Почему вы не умеете делать кофе? Вот, а в кофе умеют делать кофе, у них классный кофе, поэтому рекомендую вот на завтрак в кофе пью на Чистопрудном бульваре, заглядывайте. И, кстати, там можно часто увидеть меня. Следующее заведение хочу вам порекомендовать, это Дизингоф 99. Ну, как вы поняли, это такое кафе израильской кухни. У них лучший хумус в Москве. Вот я вам отвечаю, ребята, вот кто любит хумус, лучше хумуса в Москве вы не найдете. Лучший, реально, самый топовый хумус в Москве. Просто любите хумус, идите туда. Классный фалафель, вообще небольшое меню, все супер вкусно. Офигенные завтраки, шакшука с колбасками, есть там белая шакшука, и там баклажанчик, вообще есть классный там израильский сет с всякими этими намазочками, еще что-то. В общем, как в Тель-Авиве. Кто скучает по этим классным кафешкам израильским, рекомендую Дизингоф 99 в Москве, получите удовольствие, скажете мне спасибо, будет у вас одно из самых любимых мест. И еще хочу порекомендовать вам очень необычный ресторан, наверное, один из самых красивых и необычных интерьеров в Москве, это Семпре. Его открыл Гюс Семпре, это, по-моему, бельгиец, если я не ошибаюсь, человек занимается дизайном мебели, посуды, и вот он открыл в коллаборации с кем-то, не помню с кем, но неважно, да, он открыл ресторан. Находится он на Большой Дмитровке 22, напротив прямо Генпрокуратуры, после магазина Прада. Там просто невероятный интерьер. Все зеленое. Вы заходите в какую-то, не знаю, тропическую пещеру, там с потолка свисают какие-то растения. У них живет кот. И там так круто. Ребята, это просто отвал башки. Мне там так нравится. Это просто невероятное место. Небольшое кафе. И у них очень классные завтраки, то есть вы можете себе прямо так, там такой как конструктор у них на завтрак, то есть там яйца, как приготовить, что добавить, так чик-чик-чик-чик-чик, и вы там набираете как конструктор. Цены, ну, такой чуть-чуть дорого, да, это завтрак, за который вы оставите, я не знаю, если там прям плотно поесть, вы оставите там 700, 800, может быть даже 1000 рублей, но вот сходить, так вот выйти в выходной день, чтобы получить удовольствие в такое классное место, я считаю, что стоит просто посмотреть на этот интерьер. Там очень круто, и прямо всем рекомендую, мне там очень нравится. Ну и, конечно же, туда можно и нужно ходить весь остальной день, у них там бар, куча каких-то настоек, наливок, и там очень интересно. Очень интересно, ресторан Семпре на Большой Дмитровке 22. Следующие два необычных ресторана, которые тоже хочу вам порекомендовать. Оба этих ресторана принадлежат Александру Рапопорту, это один из главных московских рестораторов. И первый из них называется Воронеж. Воронеж находится прямо на метро Кропоткинская. Вот вы выходите из метро и просто переходите дорогу, и сразу на, по-моему, первый дом по Причистенке, трехэтажный ресторан Воронеж, еще у них есть крыша. Ресторан этот они открывали совместно с Андреем Ниценко, который является сыном владельца Prime Beef. Собственно, называется Воронеж, потому что изначально там было мясо воронежское мясо компании Prime Beef. Ну и, собственно, он назывался Воронеж. И там была такая вот русская кухня, хорошее мясо. И там все было здорово. 3 этажа, разная концепция. То есть первый этаж это такая закусочная. Там все просто, там длинные столы, такая общая посадка, и там все попроще. Там мясная лавка, можно
купить мясо. Второй этаж, он такой уже более интересный. Мне там не очень нравится интерьер. Интерьер такой колхоз, не вообще какая-то цыганщина. Мне интерьер не очень нравится. Ну и третий этаж, он такой уже прям совсем роскошный, богатый. Меню на втором и третьем этаже, оно одинаковое. Есть еще терраса, она такая немножко куценькая, какие-то пристройки, надстройки на крыше, но с нее открывается неплохой вид на храм Христа Спасителя. Ну, собственно, я его рекомендую не за мясо, тем более ребята из Prime Beef уже оттуда ушли, я не знаю, кто там сейчас занимается мясом, я туда перестал ходить, но завтраки там очень крутые, там, наверное, самое большое очень меню завтраков, которое есть, там блины, омлеты, там творог, каши, в общем, там гигантское, просто гигантское меню на завтрак. Все стоит довольно бюджетно, относительно недорого, можно вкусно позавтракать и прямо получить удовольствие, потому что там прямо очень-очень вкусно. Рекомендую завтрак в ресторане «Воронеж». И второй ресторан тоже принадлежит у нас Александру Рапопорту. Это «Доктор Живаго». Знаменитый «Доктор Живаго», наверное, один из знаковых на сегодняшний момент ресторанов Москвы. Находится он на первом этаже гостиницы «Националь». Он работает круглосуточно. По-моему, у них там какой-то технический перерыв типа с 5 до 6 утра или до 7 утра. Ну, точно не помню, но он работает почти круглосуточно. Это ресторан русской кухни. Это ресторан, куда можно прийти пить водку. И он по кухне он напоминает и вообще это такой вот Пушкин, только более такая советская версия Пушкина, да, то есть если ресторан Пушкин, знаменитый кафе Пушкин, да, это такое вот у нас роскошь, богачество Москвы 19 века, то ресторан «Доктор Живаго» — это такое у нас богачество, такое советское, высокие потолки, там звезды, девушки-официантки ходят с такой яркой красной помадой, с этими звездочками, как значки эти пионерские. В общем, там коллекция фарфора. Александр Рапопорт, он собирает фарфор, поэтому коллекция советского фарфора, статуэток везде выставлена. В общем, все напоминает такой вот светлый, знаешь, такие залитые солнцем интерьеры какого-то советского санатория. Ну, конечно, качество кухни там топовое, все очень вкусно. И завтраки. Туда надо приходить на завтрак с видом на Кремль. Особенно, когда солнечная погода, особенно, если у вас столик, вам повезет столик около огромного этого окна, витринного окна гостиницы «Националя», виден Кремль, залитый солнцем, и вы едите какие-нибудь блинчики, какой-нибудь омлетик. У них есть, поскольку это как ресторан такой там советской, такой гламурной советской кухни, там можно взять такую сардельку с зеленым горошком, можно колбасу жареную, еще что-то, то есть там есть какие-то такие советские блюда. Что еще интересно, у них самая дешевая, не пугайтесь, самая дешевая черная икра, которая только бывает в ресторанах. Если мне не изменяет память, 50 грамм черной икры, может быть, они подняли, стоит на завтрак 1200 рублей. 1200 рублей за 50 грамм черной икры и блинчики к ней. Блины с черной икрой 1200 рублей. Ни одного места вообще в мире, где была бы такая доступная черная икра, я не знаю. Я не знаю, то есть если вы сейчас пересчитаете это в расчете на килограмм, получается 24 тысячи рублей за килограмм черной икры. Даже, по-моему, у браконьеров она стоит дороже. То есть как у них получается сделать такую доступную черную икру, я не знаю. Она вкусная, это настоящая черная икра, это не какая-то там пластиковое говно. Настоящая черная осетровая икра. На завтрак, поэтому вот такой вот супер завтрак, такой роскошный московский завтрак. Бокал просека, блинчики с черной икрой, там кофе, еще что-то, вид на Кремль, потрясающий. И, ну, в принципе, за такую роскошь, за такие интерьеры, за такую атмосферу можно там раз в месяц, несколько раз в месяц и заплатить. В общем, рекомендую. Единственное, обязательно бронируйте, потому что если вы решите туда прийти часов в 9, в 10, там, конечно же, не будет мест. Ресторан «Доктор Живаго», конечно, его любят иностранцы, потому что такое знаковое место, и оно с такой именно московской, советской, московской атмосферой. Так что завтрак в «Доктор Живаго» тоже рекомендую. Ну и, наверное, закончим наш обзор мест для завтрака с чем-нибудь банальным. Банальным — это кофемания. Кофемания — это непонятно, это такой чисто московский феномен. То есть люди взяли, открыли очень классную кофейню, хороший кофе, реально там одно из лучших мест, где готовят кофе. Очень вкусные все блюда, вообще все хорошо. Но ценник в 2 раза дороже того, что вы ожидаете. То есть вы туда приходите, и там какое-то блюдо,
когда какой-нибудь салатик там 800 рублей, да, который у всех он 400, у них 800, там кофе, по-моему, 450 или что-то. То есть там реально ценник в 2 раза больше ожидаемого. Особенно там, такой, там очень все просто, там даже Wi-Fi у них нет. Все просто, но очень дорого, очень-очень-очень дорого, но вкусно, но дорого, но вкусно. Но дорого. Что интересно, кстати, кофемания, она шагает по миру. Например, я вам показывал, кофеманию даже в Нью-Йорке открылись, и вроде у них там неплохо идут дела. В общем, в кофеманию можно приходить на какие-нибудь встречи, еще на что-то, когда не вы платите за счет. Я очень люблю в кофемании сырники с малиной и сметаной. Сырники просто потрясающие. И с удовольствием их всегда ем. Ну и вообще, в кофемании вкусно, хороший кофе, но очень дорого. Вкусно, но дорого. Вкусно, но очень дорого. Теперь давайте сразу перейдем к мясу. Я очень люблю мясо. Я жить не могу без хорошего стейка. И, конечно, я обошел все места в Москве, где готовят мясо. Я могу делать вам отдельный ролик по мясу. Где в Москве есть мясо? Меня часто спрашивают, где в Москве готовят хорошие стейки. Сразу говорюсь, да, что все хорошее стоит дорого, поэтому это будут какие-то, наверное, дорогие места. Первое, с чего бы я хотел начать, это ресторан, который я совершенно случайно открыл, мне его посоветовали, недавно его случайно, этот ресторан ты так вот просто не найдешь его с улицы, его сложно найти. Этот ресторан называется Regen by Rico. Находится он в гостинице Арбат, Плотников переулок 12. Такая обычная совковая гостиница. И вот люди, когда ты назначаешь встречу в этом ресторане, они пугаются, потому что они видят перед собой такую советскую гостиницу. Она, по-моему, даже принадлежит управделами президента. Такая вот, кондовая, такая для командировочных таких советских гостиниц Арбат. Кто в Москве знает, в Плотниковом переулке. И в ресторан нужно пройти через гостиницу, через этот там холл, через этот там ресепшн, через вот все, что у них там есть. И у вас открывается потрясающий мясной ресторан. Это, наверное, я вот не побоюсь слова, наверное, одни из лучших стейков в городе. Ресторан этот открыли Аруся Гукасян и Алексей Пинский. Там очень короткое меню, при этом оно еще меняется в зависимости от сезонности, потому что ребята готовят только вот из хороших продуктов, которые в настоящий момент есть. Там прямо супер короткое. Что там нужно есть? Там нужно есть сашими. Сашими вот просто отвал башки. Вот поверьте мне, дорого. Там сашими из лосося, по-моему, 900 рублей. Дорого, больно, но это очень крутые сашими. Там настоящий васаби, вот этот корень васаби, который тебе там натирают на такой маленькой терочке. Там все свежайшее, вкуснейшее. Это просто кайф. Там помидоры, салаты с помидоров, с сыром, баклажаны, как они готовят. Можно умереть в обнимку с этим баклажаном, и жизнь будет прожита не зря. А мясо, ребята, мясо просто супер. Да. Они, кстати, готовят из мяса, воронежского мяса, Prime Beef. Очень круто, у них там нормальный гриль такой, на углях попадают в прожарку, не всегда, иногда косячат, но большую часть времени попадают, поэтому вот кто хочет хорошее, вкусное и дорогое мясо, идти туда. Но самое главное — это винная карта. Вот, наверное, винная карта для тех, кто понимает в вине. Если вы хотите попить хорошего вина, вам туда. Вино в основном, конечно, там очень много позиций такого хорошего, дорогого вина. Там есть и за 100 тысяч, и за 150 тысяч за бутылку. Но есть несколько позиций там за 2-3 тысячи, то есть не проблема, можно выпить в том числе и хорошее вино. Поэтому, кто любит мясо, настоятельно рекомендую Regen by Rico в гостинице Арбат, Плотников переулок 12. Потом скажете спасибо. Бронировать не надо, там почти никогда нет народу, всегда есть свободные столы, так что приходите, будет вкусно. Следующее очень крутое место, которое хочу вам порекомендовать, находится на Патриках, и называется оно Max Beef for Money. Его открыл сомелье Владимир Басов и Максим Тарганов, мясник и сомелье, и мясник Максим Тарганов. А для тех, кто был в Питере, возможно, вы знаете потрясающее место, которое называется Бифзавод. Там такая целая комната с тушами. У них свое мясо, у них в Ленинградской области своя ферма, и у них своя там история при приготовлении, они очень заморачиваются, я, по-моему, вам рассказывал даже про их питерское заведение. Вот в Москве оно совершенно маленькое, на Большом Казихинском переулке, дом 4, оно очень маленькое, там, по-моему, всего 4 стола, там желательно бронировать, причем там есть столы большие с подсадкой, то есть если хотите как-то приватно сидеть, нужно обязательно бронировать, но
очень вкусно, классный интерьер. Вот тут те, кто любит мясо, там много вариантов каких-то альтернативных историй. У них там есть своя там колбаса, еще что-то. В интерьере, как и в Питере, тоже у них там камера, где висят туши и радуют глаз. И, пожалуйста, веганы туда не ходите, вам будет плохо, потому что сидеть придется на фоне вот этих вот туш в камерах сухого вызревания. Там просто очень вкусно все, что они готовят. И еще у них классные вина. Ну, поскольку открывает ресторан Сомелье, понятно, что у них будет винная карта очень интересная. При этом есть классные бокальные позиции, классные по бутылочкам. Поэтому настоятельно рекомендую. Попробуйте тартары, попробуйте обязательно салаты из перца с сыром, там и орешками такой есть. И, конечно, мясо. Мясо очень хорошее, и они умеют его готовить, так что в Питере бифзавод, в Москве Max Beef for Money. Идем дальше. Сетевой стейкхаус Butcher. Раньше они, по-моему, назывались... Как же они назывались? Бизон, да, раньше они назывались Бизон, по-моему, еще как-то. Вот сейчас они называются Butcher. Это сетевой стейкхаус, у них есть он на Цветном бульваре, где-то на Профсоюзной, на Китай-городе. По-моему, еще где-то есть, неважно. Это сетевой стейкхаус, такой классический американский стейкхаус с таким интерьером, там много дерева, такие большие мягкие кожаные диваны, огромные столы. В общем, все такое большое, основательное, ну, вот как в Америке, кто любит. Стандартные все отрубы, какое-нибудь там филе. Самое необычное, что будет, это будет мачете, они там что-то экспериментируют. Ну, в общем, такое вот меню, вот стандартный американский стейкхаус. Все, стандартные гарниры, стандартные соусы, стандартные вина. Такой хороший, добротный американский стейкхаус в Москве. Дорого, основательно, классически. Вот поэтому, кто не приемлет никаких экспериментов, кто хочет сидеть за огромным таким деревянным столом, есть таким нормальным ножом, вот огромный кусок мяса, это Butcher, вот без изысков туда, да. Но мясо готовят хорошо, хорошее мясо, то есть я не скажу, конечно, как в Америке, но, потому что у них мясо немножко другое, но нормально, в Butcher можно ходить. Интересное заведение, которое хочу тоже из сетевых, это Prime Beef Bar. Prime Beef Bar открывает мой хороший знакомый Андрей Ниценко, собственно, член семьи Prime Beef. Prime Beef, как вы знаете, в России есть две крупные компании, которые производят хорошее мясо. Да? Это Мираторг, есть оно брянское, да, вот брянское мясо, а есть воронежское мясо Prime Beef. Вот мне больше нравится воронежское, не потому что я лично знаком с Андреем, я мясо их начал любить еще до того, как я познакомился. Реально у них классное мясо, у них ферма находится в Воронеже, поэтому это воронежское мясо. Очень круто, наверное, по-моему, они первые в России начали делать правильное мясо. И в Москве я начал с того, что они открывали ресторан Воронеж совместно с Арбопортом, потом у них там что-то разошлись пути. И Андрей теперь открывает свои собственные заведения, называется Prime Beef Bar. Вот он есть в Москва-Сити, он есть на рынке, на центральном рынке он закрылся, по-моему, на Усачевском рынке есть на Милютинском переулке, дом 6. Что такое Prime Beef Bar? Это такая демократичная атмосфера, там все так довольно простенько, приемлемые цены и очень вкусно. Очень вкусно, вот рекомендую прямо татаки. С ума сойдете. Вот татаки это просто отвал башки, невероятно вкусные татаки, хорошо они готовят мясо, но атмосфера такая, это больше такая забегаловка, да, то есть это не ресторан, это не туда, когда вы придете там вечером, вот, это туда скорее забежать там на обед, пообедать. Очень вкусно, Андрей, ты молодец, ты молодец, я желаю, чтобы больше Prime Beef баров появлялось в Москве, чтобы можно было есть вкусное мясо везде, повсюду и всегда. Так что Prime Beef Bar, зайти на обед, съесть вкусный кусок мяса рекомендуем. И закончить наш мясной обзор стейков в Москве я хотел бы рестораном «Рыбы нет» Аркадия Новикова, который находится у нас на Лубянке, прямо рядом с Наутилусом, на Никольской улице. Он работает уже довольно давно, как вы можете догадаться, рыбы там действительно нету, это мясной ресторан.
И там готовят хорошее мясо. Там, в принципе, все очень достойно. Они прямо там жарят, тоже у них открытая кухня, можно посмотреть. По атмосфере это что-то такое среднее, опять же, между классическим стейкхаусом и каким-то таким модным рестораном. У них немножечко тесно, у них немножечко шумно. Мне не очень нравится то, что там такая прям плотная посадка. Каких-то приватных зон практически нет. То есть ты постоянно сидишь вот с кем-то, кто-то там ходит, это там большой зал, всегда очень шумно. Но вкусно, ребята, вот прямо мясо умеют готовить. Вот чтобы не прогадать, рыбы нет в центре, на Лубяночке идете и получаете удовольствие, особенно если возьмете бавет. Вот рекомендую взять бавет, прожарочка medium rare. Попросите обязательно его порезать не перпендикулярно, а параллельно волокнам, вдоль волокон сразу его разрезать. Получите несказанное удовольствие. Отлично, стоит, по-моему, 2100 рублей или еще с чем-то. Вот. Классное место, рыбы нет. На Лубянке заходите. Фу, с мясом закончили. А где есть рыбу? Где есть рыбу? Давайте начнем с рыбных. Обсуждаем московские рыбные места. И сейчас огромное вот такое вот большое сердечко, лайки и всю свою любовь я хочу послать Володе Перельману. Володя, ты большой молодец. Если, ребята, вы не знаете Володю Перельмана, во-первых, подпишитесь на его инстаграм. Это самый стильный парень в Москве. Я не понимаю количество вообще каких-то пуховиков, рубашек, майк, вообще чего-то есть. Я просто смотрю и поражаюсь. Да? Человек поет, играет, медитирует, занимается йогой, еще преподает какие-то вот эти вот йога-медитационные вот эти вот истории. Невероятно круто выглядит, одевается, но это все фигня, да, в конце концов, это не я должен это ценить. Мы ценим и любим Володю за его рестораны, а ресторанов у него в Москве много, и один из моих любимых это ресторан «Рыба моя». Их две этих рыбы две моих рыбы. Одна из них находится на Тверской, первая Тверская Имская, напротив гостиницы «Шератон», недалеко от метро «Белорусская». Это был первый ресторан, второй чуть поменьше открылся на Цветном бульваре. Второй открылся на Цветном бульваре чуть поменьше. Свежайшая, вкуснейшая рыба, очень интересная подача. Очень вкусно, нету мест, нужно обязательно бронировать и просто с ума сойти, еще стоит каких-то адекватных денег. У Володи вообще много ресторанов, есть Beer and Brewed, на Покровке есть I Like Wine, который они сейчас как там переименовали, есть I Like Green, но мы любим Володю за рыбу мою, один из лучших московских рыбных ресторанов, так что рекомендую, кто любит рыбку, всякие там сашими. Свежей рыбы очень много там ее пожарить, там устрицы, крабы, лобстеры, в общем, все, что хотите. Рыба моя, 2 ресторана в Москве, обязательно сходите. Следующий рыбный ресторан это Эрвин. Эрвин это ресторан Александра Рапопорта, он огромный, он находится на набережной около гостиницы «Украина». Я его люблю летом, потому что летом у них классная терраса с видом прямо на Белый дом. Это вот прямо четко от Белого дома на другую сторону Москва-реки. Через мост переходите или переезжаете. Там очень вкусно, там довольно адекватно для такого заведения цены. Единственное, ввиду того, что находится рядом с гостиницей «Украина», там иногда собирается такая вот публика, очень гламурная, давайте так, чересчур гламурная для меня публика. Особенно летом на террасе сидят какие-то непонятные одинокие девушки в слишком откровенных одеждах. В общем, мне не очень нравится там атмосфера, при том, что у них действительно крутая эта вот летняя терраса. Но там вкусно, особенно крабы, они офигенно готовят крабов. Крабы там просто с ума сойти, там камчатские крабы. Ты хочешь поесть краба, я рекомендую в Эрвин. Вкусно. Относительно дорого, гламурно, дорого, богато, в общем, как и везде у Александра Рапопорта в его ресторанах. И мы переходим к, наверное, самому крутому рыбному ресторану, который сейчас есть в Москве. Его открыл у нас Борис Зарьков и Игорь Мухин, White Rabbit Family. Сахалин, друзья, это действительно на сегодняшний момент, как вы смотрите этот ролик, это один из лучших рыбных ресторанов Москвы, на мой личный взгляд.
Насколько я понимаю, кто был в Красной Поляне, там тоже есть Сахалин. Это вот, там даже какие-то позиции меню не пересекаются. Это тоже White Rabbit на Красной Поляне. Но то, что они открыли в Москве, это совершенно другая история. Это очень круто. Во-первых, местоположение. Ресторан находится на крыше, это Смоленская, там, помните, 2 башенки. Вот одна из этих башенок сейчас это гостиница «Азимут». И на самой крыше, там вот такой цилиндр стоит, вот на самой крыше там 2 этажа, такой двухпалубный ресторан. Вид 360 градусов повсюду. У них летом будет терраса с просто невероятным видом на Киевский вокзал, на МИД, на Москву. Там должно быть очень круто. Рекомендую, и там невероятно вкусно, там так вкусно, что я не понимаю, из чего они, что они добавляют в свои блюда, как они готовят. Поэтому кто любит особенно сырую рыбу, всякие тартары, круда, сашими, суши, кто любит готовую рыбу, там потрясающий ризотто, супы, там все настолько вкусно, что... Кайф. Обязательно попробуйте десерт тирамису. У него, я не буду вам сейчас рассказывать, не буду спойлерить, просто возьмите десерт тирамису и будете очень удивлены. Пробуйте десерт тирамису в ресторане «Сахалин». Единственная проблема ресторана «Сахалин» в том, что там нет мест никогда. Я не знаю, за сколько нужно его бронировать. Мне удалось, его не так давно открыли, мне удалось раз 5 сходить, и то всегда это было случайно. Или через знакомых выбивать все места. Там реально нету мест, и у них там на несколько недель все забито, все забронировано, поэтому нужно звонить, и нужно выбивать себе место и идти в Сахалин, есть потрясающие морепродукты и рыбу. Сахалин просто круто. И закончить рыбный обзор. Ребята, я хочу жемчужиной Москвы. Жемчужиной Москвы это Рыбторг на Патриках. Рыбторг это супер место. Вот сейчас, я, к сожалению, сейчас его спалил, но его уже и так все знают. Я раньше никому про него не рассказывал, потому что там и так мест нету. И сейчас уже знают все, и сейчас тоже там никогда нету мест. А Рыбторг — это сказка. Это просто, это вы как входите как в пещеру Аладдина. Рыбторг у нас открыл Максим Ползиков и Дмитрий Сергеев, это Ginza Project. Максим Ползиков, по-моему, стал генеральным директором в прошлом году Ginza Project, боюсь ошибиться. Смысл не в этом. Это очень небольшое заведение. Половину это такой магазинчик, там продается какое-то невероятное количество разных устриц, свежей рыбы, и там, не знаю, соусов, посуды, еще чего-то. А второй план это такой бар. Бар, там есть несколько у окна на подоконниках, по-моему, пару столиков. Большая такая стойка с маленькими стульчиками барными, очень все тесно, плотненько. В центре такое огромное корыто, не знаю, как это назвать, со льдом, куда можно ставить бутылки. Смысл не в этом, ребята. Вот кто любит рыбу, кто любит морепродукты, пожалуйста, через «не хочу», через «не могу», просто сходите в Рыбторг. Закажите, значит, я вам говорю, обязательно, на какой бы вы ни сидели диете, как бы вы ни следили за своей фигурой, закажите пасту, там их два вида, паста с крабом, есть красная и белая паста. Закажите пасту белую. Если позволяет здоровье, красную или поделите с кем-то. Обязательно закажите пасту. Еще раз, как бы вы ни следили за фигурой, я не ем мучное, я не ем, закажите пасту. Закажите сашими из гребешка. Сашими из гребешка. Слушайте, вы не представляете, что такое сашими из гребешка. Это лучший вообще гребешок. Бог создал гребешок, чтобы в Рыбторге из него потом сделали сашими. Это невероятно. Я не знаю, как они готовят. Я не понимаю, что они делают. Это самое вкусное вообще сашими из гребешка. Лангустины, сашими из лангустин, по-моему, так тоже так называется, их слегка поджаривают. Лососик, лосось, там стейк, это, филе этого лосося. В общем, там вкусно абсолютно все. Абсолютно все вкусно. При этом, нет, слушайте, там не вкусно, там невероятно вкусно. Просто сходите и напишите потом в комментарии. Вот если хоть кто-то мне скажет, что ему не понравилось, что ему там не понравилось, что там невкусно, можете от меня отписаться, меня везде заблокируют, потому что вы сумасшедший человек. Я не хочу, чтобы меня читали сумасшедшие люди, у которых нет чувства вкуса. Рыбторг
Там тесно, там нету атмосферы, то есть это навряд ли у вас там какое-нибудь торжество вы там справите или еще что-то такое, именно барчик. Но это самые вообще невероятно вкусные и классные морепродукты. Итак, подводя итог, где есть рыба в Москве? Да, конечно, у Володи Перельмана «Рыба моя», такой средний вариант, и посидеть с друзьями, и что-нибудь отметить, и очень адекватные цены. Супер роскошно, круто Сахалин, если сможете выбить там себе столик, забежать и насладиться, и умереть от этого оргазма гастрономического. Это в Рыбторге на Патриках. Идем дальше. Несколько ресторанов, которые нужно выделить, куда, вот меня сейчас спрашивают, куда сводить иностранца в Москве, да? Ну, чтобы вот такую русскую кухню, русский душ он почувствовал, да? Тут есть классика, это Пушкин. Плюс Пушкина в том, что работает он круглосуточно, особенно удобно иностранным гостям, у которых там джетлаг, не хотят ночью спать, хотят ночью есть. Пушкин знают все, он уже сколько лет работает, я уже не помню, сколько лет он работает, поэтому что я буду про него рассказывать. Сударь, пожалуйста, сударь, водочка, огурчики, пирожки, кулебяка, осетрина, рецепты, пожалуйста, проходите. Ну, такой вот еще... Москва с 90-х, по-моему, с какого года он работает. Ну, классика о свете иностранцев в Москве. Останавливаться не буду, все там Пушкин, наверное, знают. Дорого, богато, по-русски. Собственно, доктор Живаго, про который я уже вам рассказывал, опять же, работает практически круглосуточно. Черная икра, блины, борщи. Такая уже советско-русская кухня. Невероятная атмосфера, невероятный вид. По-моему, на мой взгляд, очень адекватные цены за то качество, что они там дают. Обязательно бронировать, потому что попасть туда вечером невозможно вообще никак, или приезжать ночью. Кстати, в Национале есть у того же Александра Рапопорта на втором этаже есть ресторан «Белуга». «Белуга», как вы можете догадаться, это ресторан, где ваши иностранные друзья, они получат не только вид, а вид там даже лучше, чем в Живаго, потому что это второй этаж Националя, тоже вид на Кремль. Они получат там самый, наверное, большой выбор икры в Москве. Друзья, я вам сейчас просто зачитаю варианты икры, которые там есть. Ну, смотрите, осетровая классическая, осетровая серая, осетровая малосольная, осетровая зернистая, осетровая малосольная непастеризованная, ух ты, осетра альбиноса, паюсная прессованная, паюсная, наверное, паюсная осетровая астраханка. Что такое паюсная? Вот я деревенщина, да? В общем, я не знаю, как правильно произносится, паюсная или паюсная. Извините меня, деревенщину уж. В моем мире икра есть красная, черная и заморская баклажанная. А вот эти вот осетры, альбинос или там паюсная икра, я не такой большой знаток, но вам, может быть, понравится. То есть эта паюсная, она есть прессованная, а есть осетровая астраханка, есть стерляжья астраханская, севрюжья малосольная, белужья бисерная, белужья империал, белужья черный жемчуг, белужья иранская, икра горбуши, икра форели, икра нерки. Самая крутая у нас икра — это белужья иранская. Белужья иранская, почему-то она стоит 28 тысяч за 100 грамм. 28 тысяч за 100 грамм можно съесть, насладиться видом. А самая обычная черная, простая икра, 50 грамм, это прямо на одного человека ужраться, даже на двоих нормально, стоит 1400 рублей. Чуть дороже, чем в Живаго, ребят, 1400 рублей за 50 грамм черной икры. Вот, согласитесь, да, что для такого места с таким видом под водочку класс. И еще один ресторан, который я хочу вам порекомендовать, это ресторан «Русский». Находится он в башне Ока, это Москва-Сити, 354 метра над уровнем земли, 85 этаж, вид на всю Москву, обалдеть, особенно на закате, особенно если у вас столик около окошка. Потрясающе. Вот если к вам приехали гости, если вы хотите удивить, да просто с девушкой сходить или какой-то отметить что-то. Супер. Ресторан «Русский», Москва-Сити, невероятный вид.
русская кухня, они как-то построили там печь, они в печи там делают в горшочках что-то еще. Очень вкусно, очень все красиво, очень стильно. Кто пойдет с детьми, там, кстати, есть очень хорошая детская комната. Я говорю, очень. С интерьером немножко перемудрили. Для иностранных гостей, если вы все-таки выгуливаете ваших иностранных гостей, там есть ледяная комната, температура минус 15, можно выпить водочки там, из ледяных стопочек и насладиться видом на Москву. Ну, вы знаете, 354 метра, видна вся Москва. Рекомендую, русская кухня, вид, нужно бронировать, и они еще немножко парятся насчет дресс-кода, поэтому там в шортах, в тапочках вас не пустят, надо немножечко принарядиться. И последний ресторан, который я бы хотел вам сегодня порекомендовать, это называется «Ешь хинкали, пей вино». У них 2 ресторана, мне нравится их первый, который они открыли на Малой Бронной, Патрики. Это лучшие хинкали в Москве. Вот кто любит хинкали, ешь хинкали, пей вино, лучший хинкали. Там кроме хинкали практически ничего нет, там есть пару супов, каких-то пару закусок. Выбор неплохой грузинского и абхазского вина. Самое главное, это хинкали. Лучше, даже, по-моему, даже в Грузии нет таких хинкалей, как делают эти ребята. Как у них это получается, я не знаю. Тоненькое тесто, правильное тоненькое тесто. Фарш волшебный, бульончик там. Вообще, слушайте, я сейчас вспомнил, мне хочется сейчас взять и поехать туда и взять вот тарелку этих хинкалей, и упасть в нее лицом и выгрызать по штучке есть эти хинкали. Ешь хинкали, пей вино. На Малой Бронной настоятельно рекомендую тем, кто любит хинкали. Это все, это был такой обзор мест, куда в Москве нужно себя выгулять, куда можно сходить с гостями, где можно что-то отметить. Хорошие места, которые, я уверен, вас не разочаруют. Поэтому прислушайтесь к моим рекомендациям. Не могу, кстати, друзья, раз мы с вами тут говорим про еду, не могу не напомнить вам про свой гастрономический проект. Варламов есть, это сеть кухонь. Мы работаем только на доставку в Москве. У нас сейчас 3 кухни: Новослободская, Щелковская и Покровка. Увеличили зону доставки. Проверьте в приложении Яндекс.Еда. Мы работаем через Яндекс.Еду. Варламов есть, и кто пользуется Delivery, в Delivery мы называемся «Есть поки». И немножко изменили название, чтобы даже мои хейтеры могли заказывать себе лучшие поки в городе. Это просто маленькая минутка моей рекламы. Что касается остальных ресторанов, то я вас уверяю, никто из них не заплатил мне ни копейки за рекламу. Это те места, куда я сам хожу, те места в Москве, которые я люблю. Это малая часть тех мест. Я думаю, людям, чьи рестораны сейчас порекомендовал, им было приятно, они будут приятно удивлены. Ребята, большое вам спасибо, что кормите меня, моих друзей, что вы такие классные. И в Москве есть заведения, которые вот не стыдно порекомендовать. Напишите в комментариях, насколько вообще вам интересны подобные обзоры. Я могу сделать рестораны попроще, рестораны, может, какие-то тематические, и периодически делать какие-то такие обзоры, может быть, по другим городам, куда сходить в Питере, какие лучшие, на мой взгляд, рестораны в России. Ну и, конечно, в комментариях пишите классные места, куда ходите вы, что вам нравится. И мне интересно будет узнать и открыть для себя что-то новое. Все, ребята, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни один новый ролик, который, между прочим, выходит здесь каждый день ради вас. Не забудьте подписаться на Инстаграм, потому что в Инстаграме можно прямо в прямом эфире, лайв, узнавать, где я нахожусь, что я делаю и что скоро выйдет на Ютубе. Все, всем пока, люблю, обнимаю, приятного аппетита!